Наверное, конечно, как бы я веду себя очень как бы гостеприимно. Мастерская — это очень мое место. То есть тут как бы очень как бы редко бывают люди в том смысле, что как бы, да, особенно в моменты работы. Это такое мое пространство, и я здесь что-то колдую, что-то создаю. Но это очень тоже такая какая-то важная для меня жизнь, да, это мастерская, место, где ты вот можешь, не знаю, оставаться один, думать, читать, да, что-то, находиться с самим собой и с какими-то идеями, мыслями. Конечно, я могу работать где-то в резиденции, да, и я часто делаю, я привожу, я создаю там это пространство, потому что оно как бы все равно внутри меня, и как бы, ну, ты все равно его просто перевозишь с собой. Это, наверное, еще просто момент про, когда ты занимаешься какими-то материальными вещами, то, конечно, тебе нужно как бы это где-то хранить, тебе нужны стены, чтобы повесить эту бумажку или холст. Вообще я из семьи староверов, которые жили в Нижегородской области, и это третья волна переселения Никона, они уехали на Алтай и жили на Алтае, это киржаки, каменщики. И, конечно, ну как бы, когда я там бываю в этих местах, я как бы преисполняюсь, надеюсь. Что нужно, чтобы стать художником? Не знаю, хороший вопрос, что нужно. Я думаю, что это какое-то, может быть, тоже такое следование, не знаю, ну это, наверное, как-то тоже ужасно звучит, покориться своей судьбе. Не могу сказать, что я прям мечтала быть художником, потому что, ну, в какой-то момент мне тоже хотелось быть, как все, дизайнером, не знаю, потому что я понимаю на самом деле, что такое быть художником, ну, то есть как бы это не самая завидная судьба. Но как будто бы в какой-то момент ты просто говоришь, окей, ну как бы не надо пытаться быть нормальным человеком, типа строить карьеру, быть успешным менеджером или там кем-то. Просто заниматься тем, что тебе дано, то, что тебе на самом деле нравится, и то, что тебя действительно куда-то ведет и увлекает по-своему, да, потому что это как бы увлекательно, это, конечно, очень непросто, но у тебя как будто бы нет выбора. Ну, как бы есть, конечно, но как будто бы нет. Ну да, это выбор, но это выбор как бы про то, чтобы говорить правду, да, про честность какую-то с самим собой прежде всего. И это же тоже как бы такой момент, вы понимаете, что вы, так, как это, я художник, я так вижу, но это действительно про некую оптику, да, того, как я вижу эту реальность, как я могу ее репрезентировать, условно говоря, ну, внутри себя переосмыслять, да, и каким-то образом представлять, неважно, там, в картине, в видео, в скульптуре. Потому что я делаю не только, например, живопись, графику, да, я делаю объекты и видео. Когда я училась в Новосибирске на худграфии, и, конечно, когда ты рисуешь так, как ты видишь, тебе ставят там двойки, тройки, и это, ну, как бы осложняет жизнь, тебе нужно как бы правильно рисовать. И я помню, что мы с другом после там, университета, у нас была такая практика, как бы отучиться правильно рисовать, потому что, как бы, да, ты начинаешь там вот пальчик, вот он там пошел, там, да, вот это, да, тут, значит, объем, ребрышки, как бы, а потом ты просто начинаешь, нет, как бы, что-то, да, как бы попробовать это отменить внутри себя. Оно остается, и оно где-то, конечно, вылезает там, вот вы можете посмотреть, да, там какой-то из этого массива красок и какого-то штриха, оно вылезет.
Ну, во-первых, конечно, я, честно говоря, очень рада критике, потому что для меня это, ну, мне кажется, это нормально вообще для художника, как бы, я вам сказала, что да, хуже всего это когда вообще как бы тебя не критикуют, не замечают, как бы это какое-то равнодушие, это, наверное, чудовищнее. Я не могу сказать, что я прям с какой-то обидной критикой встречалась, ну, по крайней мере, никогда не читала ничего такого про себя супер обидного или слышала. Не могу и думать, и рисовать одновременно. Потому что для меня это, наверное, все-таки момент, когда такого нет думания, да, а позволение чему-то происходить. Потому что когда ты думаешь, да, ты думаешь так, ага, куда я сейчас веду эту линию, а что это будет, это про что оно. То есть это как раз, может быть, я делаю до, после, ну, в каких-то перерывах, но не во время точно. Мне кажется, что как раз быть актуальным – это ужасно, ну, правда. Ну, в смысле, чем больше ты не актуален, тем как бы больше ты ну, как-то совпадаешь со временем, что ли, внутри себя. И, ну, не знаю, мне кажется, как-то это так должно быть. Тут, наверное, нужно оставаться все-таки, как это сказать, верным себе, да, если вас увлекает тема, и вы не гонитесь, как бы, о, сейчас там что, все сказки, да, как бы там актуально, или что там, какие-то русские, это, окей, это как раз какая-то мода или что-то, какая-то повестка, актуальность в искусстве. Это как раз, ну, для меня кажется таким очень неправильным подходом к искусству. Наоборот, мне кажется, быть не модным, быть не актуальным, не модным, это очень как бы модно и важно. Ну, наверное, мне как бы это замахиваться на что-то такое глобальное, не знаю, да, я за себя отвечаю. Для меня, как для художника, да, какой-то сбой. Ну, тут, наверное, несколько каких-то слоев, что ли, смысла, да, и такой слой про невозможность, да, какого-то привычного продолжение, что ли, делания искусства, я не знаю, какого-то привычного процесса производства, да, или размышления об искусстве. Ну, и это какая-то такая моя давнишняя внутренняя, да, история, линия про то, что это все время какой-то конфликт, какой-то стык, да, потому что для меня, например, все время живопись – это вызов, да, потому что я не живописец, я график по образованию, но я как будто вот интуитивно, да, как-то пришла к цвету, к холсту, и это вроде бы как бы живопись, но это не живопись, и я все время, да, это такой для меня как бы художественная задача, вызов, где эта граница, где она для меня, да, как я для себя определяю вот это вот. Это сейчас живопись, а это сейчас как бы графика, да, где она происходит, где происходит момент вот этого реалистичного и, наоборот, уже какого-то такого совершенно, да, абстрактного, где эта граница, да, где из этой, вот, как я говорила, да, массы, этого цвета, штриха, да, проявляется что-то понятное глазу, да, а где-то оно как бы начинает уплывать от нашего привычного взора, да, превращаясь в какие-то образы, которые нас ведут вообще не в привычное, да, понимание там, человеческого тела, руки, ноги, лица, а переводят в плоскость какого-то совершенно как бы абстрактного и уже такого ускользающего от привычного. Тут еще есть, наверное, история про мое размышление такого как бы, ну, наверное, на первый взгляд очень понятного и не нового понятия, да, человек-зверь, да, тоже, где эта граница происходит, как мы ее внутри себя обнаруживаем, да, как мы в других людях это обнаруживаем или
не в людях, а в зверях, в животных. И это, да, это, с одной стороны, тоже какая-то химера, где соединяется и человеческое, и что-то и машинное, и животное. Видео — это такая, не знаю, для меня это какая-то центральная работа в выставке, несмотря на то, что она очень простая. Но мне кажется, как раз простые вещи часто обладают большим смыслом, и как бы не нужно придумывать чего-то прям суперсложного. Вызывать вопросы и вот этот момент как бы подумать, собственно, да, потому что вообще в целом, наверное, не очень приятно, не очень приятно смотреть на то, как человек лижет мех, да. Для человека это не свойственная вообще вещь, но люди с удовольствием наблюдают за грумингом животных, да, и таким, там, кошечка как бы себя лижет, как мило. Да, но при этом в этом нет никакой милости, да, то есть в этом нет никакой, даже, никакой сексуальности, да. Мне кажется, это очень такой какой-то европейский подход, да, когда там в арт-школе как бы учат всему. Наверное, все прям классно уметь невозможно. Все равно вы как бы в чем-то, да, если как бы хорошо разбираться, вы углубляетесь в какую-то одну, какой-то один медиум. И это, наверное, больше дает какой-то качественности, да, если вы там начинаете этим заниматься, да, видео — это видео. Но мне просто интересно использовать видео, да, потому что я понимаю, что это дает мне как бы больше глубины, да, понимания как бы темы, например, потому что я не могу изобразить как бы девушку, лижущую шубу. Быть универсальным. Не знаю, наверное, вообще, конечно, это классно в жизни быть универсальным. Точно не пропадешь нигде. Но, не знаю, все равно, как бы у меня, по крайней мере, получается делать то, что по-настоящему получается, то, что нравится, и то, что тебя влечет. Я не делаю свое искусство, чтобы понравиться людям. Я бы тогда, наверное, вообще не этим занималась или какие-то другие делала вещи. Я просто говорю о том, что мне кажется, о чем мне кажется важным говорить. И искусство, как и жизнь, оно не всегда приятное. И это вещи, о которых важно тоже говорить. И, видимо, мой внутренний художник, мой как бы внешний художник, вот такой мой путь, да, говорить не об очень приятных вещах.